Всем привет, это опять я. В этот раз у нас довольно необычное мероприятие. Это морской поход от города Поронайск до мыса Терпения. Вот наш боевой конь. Вон с кастрюлькой стоит капитан Антон. Мои штанцы вот тут висят. И вот на ней попрем. Вчера был транспортный день, поэтому вот поход начинается с сегодняшнего утра. Вон место, откуда мы пришли. Светло, солнечно. А вот куда мы идем. Черные облака. Прям чернющие. Не знаю, во что нам все это выльется. Вечер второго дня. Вот у нас тут овощные приключения. Встали лагерем на промежуточной точке. Вечер добрый. Ну, добрый вечерочек. Ну, вечер обещает быть прям очень добрым. Это Костины фирменные котлеты из рубленой рыбы. У нас в данном случае горбуша. А это мы сегодня выменили на полпакета халвы и 2 пачки баранок гребешка. Ну, гребешок, доложу я вам, крупный, хороший. Баранок, правда, жалко. Я их хотел. Кемеровский гребешок. Вы, сибиряки, знаете толк в гребешке. Сказали вам отдать, вы дальше сделать с ним что-то. Да нет, ты сам его можешь есть. Вы же в Сибири знаете, что с этим делать. Да, мы обычно в арахис. В арахис? Жареный арахис, масло, соевый соус. Ой, все, замолчи. Я не могу это слушать. Кого? Это 500. Не, больше 500. А вот так на Сахалине все реагируют на медведя. Побежал, да? Вон там вдалеке камера, конечно, не возьмет. Ушки торчат. В траве медведь бегает. На мелкий, Егерь он, пошел. кстати, чувствует твои котлеты, слышь? Да, ветер. Да он чувствует запах котлет, запах на него. Вот так на Сахалине, собственно, все и реагируют на медведя. С любопытством, потому что бояться его не стоит. Вот такой у нас сегодня стол. Макароны с тушенкой, рекомендую. Рубленые котлеты, чимча с луком. Опять рубленые котлеты. Малосольная икра. Гребешок сырой и вот гребешок, который сейчас будет приготовлен. Вот. Растопится сливочное масло. Потом в сливочное масло бухнем соевого соуса. И сверху гребешка, но именно готовить не будем, а просто в этом теплом соусе его и съедим. Ну вот, собственно, мы 2 раза уже это медведью отгоняли. А эти двое как тут ходили, так и опять пришли. Черт. Господи. Не, ну сейчас довольно быстро бежали. Довольно быстро. Утро 3-го дня. Погода прям конкретно испортилась. Ну, судя по прогнозу, нас вся неделя ожидает такой не очень хорошей погоды. Температура в августе, черт подери, плюс 12. Вот моя палаточка. Вот палатки ребят. Я вот что хотел показать. Тут периодически штормом выкидывает ракушки. Вот эта вот ракушка — это трубач. Я, знаете ли, горючими слезами расплакался, потому что у нас вот на юге трубача такого размера просто так шторм не выкинет. Я обычно на море плохую погоду воспринимаю как возможно что-то пособирать. Но в этот раз на море что-то не особенно ничего не кинуло. Зато вот на берегу, вот видите, обвалилась земля и вывалился кирпич. И на нем клеймо. Вот я разобрал Ивакиакиако. То есть какое-то очень длинное слово, больше похоже какое-то на гавайское. Ивакиао. Но это японский кирпич, клейменный вот какой-то японской компанией. Так что здесь когда-то стояло что-то японское. Возможно, эти кирпичи были частью печи, может быть. Не знаю, потому что вот на них вот такая вот чернота такая.
Сейчас вот тут, если копнуть, вот гвоздик, какие-то кусочки металла, кусочки кирпичей. Вот она промазала. Ах ты. Даже за воблером с травой гоняется. Сейчас заброшу совсем рядышком от берега. Рыба стоит прям недалеко. Особенно забросом стараться не стоит. Вот она. Ах ты, а нет, другая взяла. Ух ты. Так, ну... Ого-го. А вот это уже, ребята, размерчик. А вот это уже размерчик. Вот. Это однозначно на котлеты поедет. Прям размер хорош. Сами видели, поймал буквально под ногами. Я еще поставил воблер полегче, помельче, чтобы иметь возможность, как это, немножко поменьше цеплять траву. Ну, хороша. Вот такая вот. Где-то в ней, ну, 1,5 хай точно есть. Ну что же, раз тактический трюк бросать себе под ноги нам помогает, предлагаю пользоваться им чаще. Поклевка. Опять гоняется рыба. Прям гоняется и ненавидит воблер. Чем еще хорош джип, если его тащить быстро и поднять. Вот. Если тащить джип быстро и поднять вершинку удочки вверх, он очень мелко идет. Ой, вот сама отцепилась, ну и плыви тогда. Нам нужно еще одну крупную кунжу, и, пожалуй, в плане еды нам хватит. Так, так вот. Мотаем. Что-то нет. Из-за водорослей никто не хочет кушать. Вот она сразу. О, хорошая рыба. Вот это хорошая рыба. Вот это не козявка какая-нибудь. Так. Вот это вот рыбешка знатная. Вот это рыбешка знатная. Сейчас отгрызет джип к чертям. Будет обидно. Ой. Умная, на берег не хочет выплывать. О, да. Да. Вот, как видите, уже началась разделка. Прошу обратить внимание на цвет мяса. Такой, знаете, бежевый, ближе к оранжевому. И жирная. Вот в мясе полно прослоек жира. И вот самой крупной кунже была еще и корка. Кунжовая икорка — это хорошо, но только я, вот, честно говоря, привык к желтой кунжовой икре. Здесь икра обычная, как у горбуши почти. А вот наш обед готовится. Здесь я сварил кунжу. Кунжу, хребты и головы. Головы, хребты достал. Заложил картошку, лук, морковку и перцовую пасту. Это все уже чуть-чуть подварилось. Самое время заложить немного рыбы. Рыбу можно считать сваренной, поэтому самое время добавить. Ну, там не только эти мантии, там еще и гонады гребешка.
все это добро как следует размешать. На улице ветер, холодрыга, поэтому такой вот горячий острый супчик с морепродуктами самое оно. И креветки сверху. Оп. Так вот. Так, товарищи, начальник. Вам сейчас слово. Что помочь тебе? Не, спасибо, Лёх, помогать не нужно. Все почти готово. Можно точить ложки, собирать. Точите ложки, Нарезать хлебушек. тупите вилки. Нарезать хлебушек. Да, можно нарезать. Сервировать. Вот такой вот супец сейчас будет. Вот такая вот красотища получилась. Креветочки, рыба. Вот с краю мантия гребешка. Ну что, сэры, у нас утро, мы собираемся отчаливать. Вот видите, вот очертания. Это нам ночью медведь в лодку залезал. Зараза такая. В целом наше путешествие выглядит вот так. Но это довольно скучное все. Просто вокруг волны, море. И ты с этими волнами борешься. А это наш кэп. Вон ребята вдалеке идут. Смотришь на берег, вот и все развлечение. Погода вот здесь вот шикарная. Здесь затишок. Вон туда вот за скалу налево. Там просто жесть. Море вдалеке, вот отсюда ничего не видно. На самом деле волны такие, что мама дорогая. А вот как выглядит местность над лагерем. То есть здесь такое вот ровная плата, поросшая мелким кустарничком. И в том числе, что особенно приятно, морожкой. Морожка — это такая северная ягода. Вот так вот стебелек. Над стебельком листики. Над ними, ну, по типу малины. Ее иногда так и называют. Северная малина. Вот это еще не зрелая. Она хоть и красная, но еще достаточно твердая. Но для человека, который 4 дня в походе, это уже нормально. Кисленькая, твердоватая. А вот самое оно. Вот морожечка спелая-спелая. Просто тает во рту. Вот еще одна тоже спелая. Аж пальцами раздавил. А вот тут скелетик кита по дороге попался. Кит не самый большой, но тем не менее не маленький. И как вы видите, вокруг кита вся земля раскопана. Землю, разумеется, копали не люди, а копало зверье, которое этого кита обгладывало. Видимо, на голове его мало съестного, поэтому голову сильно не откопали. Голова почти вся в песке. На дворе 5-й день нашей поездки. Мы обходим морем уже мыс Терпения и мыс Георгия. Море тут, как видите, не благоприятствует, да, Константин? Костя говорит, мы как в спичечной коробочке тут. Ну, в принципе, да. Так оно и есть. А вон сзади Игорь. Мы немножечко облажались. Не получилось у нас обогнуть мыс Георгия. И мыс Терпения нас море прогнало. Поэтому он сейчас вот, видите, сивучий плещется. Стоим, глядим на сивучий. Решаем, что вообще дальше делать. Как проходить. Потому что вот здесь Терпение, вода еще более-менее. А вон там Охотское море. И вода уже ого-го. Ну и еще раз. Вот Охотское море. А вон
Залив терпения. Прям разница на лицо. Да, сивучий, как в Бразилии Дона Педро. Полным-полно. Мы так и не смогли нормально обогнуть мыс Георгия и Терпения. Поэтому причалили на мысе Георгия и теперь идем на Терпение пешком. Терпение где-то вон там, его в тумане еле-еле видать. Вот вы только что видели море бурное, а вот мы перешли на другую сторону полуострова Терпения. И вон там море штилевое. Вон маяк. Вверху еще метеостанция рядом. Видите, такие палочки. А внизу дома. Вот сейчас к этим домам мы подойдем. Любопытственно. Большинство сахалинцев, кто когда-либо гулял по морю, знает, что выкидывает японские стеклянные буйки. Но вот, сахалинцы, вы кто-нибудь вот такой буй видели? Вот на фоне Лехи. Это четверть Лехи. Офигеть. Вот это буй. Такого я еще не видал никогда. Леха, ты видел? Не, первый раз такой встречаю. Офигеть. Да. Офигеть. Просто офигеть. Вот мы уже поселочек этот прошли. Это помещение. Как? Поселок Мысовая. Мысовая. Здесь живут люди. Немного, но живут. А наверху маяк, метеостанция. Вот сейчас идем смотреть на край Сахалина. Алексей, вы не знаете, что у вас за спиной? Что знаю. Это маяк мыса Терпения. Чертовски верно. Это самая восточная точка острова Сахалин. И мы до нее добрались. Алексей, правда, уже тут не первый раз. Видите, у него на лице написано так скука. Не, ну не то чтобы. Летом первый раз. А, ну да, был зимой, летом не был. Я не уверен, что вообще что-то слышно из-за шума ветра, но мы на краю Сахалина, на самой восточной его точке. Правда ведь? Вообще, прям. Погода тут лютейшая. Море лютует. Чайки летают. Не самое вообще гостеприимное место. И травища где-то выше пояса высотой. А вот на местной метеостанции мы нашли небольшой клад. Клад вот этих вот как раз японских поплавочков, кухтылей стеклянненьких. Они есть всякие, есть пустые, а есть с клеймами. Вот пока так визуально ни одного с клеймом не вижу. Ну, может, попадется какой. Но это прям целое сокровище. Вот тут какие милые песики. Если я все правильно понимаю, это карело-финская лайка. И вот здесь вот вход в здание. И вот интересные металлические плашки. Плашки, знаете, на них либо римские цифры, либо иероглифы. Я вот понять не могу. Разобрать невозможно. Все это уже сточилось временем. Может, какое-то клеймо. Вообще интересно, откуда они вообще взялись такие. Да уж, легенды не врали. Когда Леха говорил, что тут есть пропеллер на двигателе, который постоянно вертится, а Леха тут был там то ли год назад, то ли 2. Я вам могу засвидетельствовать, то, что здесь действительно стоит двигатель, а пропеллер на нем постоянно маслает. Офигеть. Здесь какой-то просто вечный подшипник. Черт подери, крутится ведь, а? На двигателе никаких отметок. Что интересно, кто, интересно, делает такие вечные машины? Такой вот интересный домик. Совершенно снизу подмытый морем. Ну, как бы и его фасад жизнь тоже не пощадила. Назначение его я не знаю, но кто-то из ребят вскользь обмолвился, что этот домик — это часть метеостанции, построенная то ли для отслеживания вот колебаний уровня моря, приливов, отливов. Но я еще, глядя вот на такой отдельный домик, вспомнил мемуары Ушакова про Северную землю. Они там отдельно от своего дома делали
отдельный маленький домик для каких-то там магнитных наблюдений. Не знаю, что такое. Выглядит прикольно. И сколько не хожу тут по берегу, тут везде на берегу огромное количество запчастей краба. Вот в частности, еще даже целый пятиугольный волосатик. Вот лапки колючего краба. Тут просто огромное количество. Тут дело в том, что на Сахалине тоже всякая крабовая мелочь. Это все исключительно запчасти мелких крабов. Разве что вот уже крабик чуть покрупнее. У нас на Сахалине крабы тоже любят вот отмели среди травы прятаться. А тут отмели. Это сейчас прилив, не видно ничего. А на самом деле тут камушки. Но и волна тут, когда надо, лупит ого-го. И этих крабов, если что, там срывает с места и мелит в труху. И вот этой трухой тут весь берег завален. Очередной день нашего похода. Вот пешочком. Да, собираем местные ништячки. Это булавочки на крабовые ловушки. Вот видите, вот тут такая разруха. Это все военные. Тут какая-то часть квартировала. Вон там он вдалеке называется мыс Обширный. Белый купол. Это, скорее всего, там был радар. И как обычно бывает у военных, когда им дает приказ кто-то покинуть все это бросается. А дальше все это просто гниет. Вот сейчас все этих тут вагончики, прицепчики просто потихонечку смывают в море. Их бы, наверное, забрали на металлолом, но достаточно удаленный объект, чтобы просто так все это увезти на металлолом. Поэтому оно все здесь. А здесь аж целых 2 вечных двигателя. Это, по-видимому, какие-то стояли дизель-генераторы. То есть даже не автомобили, а это на станинах стационарно стояли дизель-генераторы, давали свет. И вот люди ушли. В 90-е люди ушли, заметьте, в 90-е. Не вчера. Так. Это что такое? Я, к сожалению, не силен в этих названиях и аббревиатурах. Ну а ваш покорный слуга, пользуясь случаем, запустил вечный двигатель на соседнем дизеле. Прекрасно. Вот интересно, сколько он так будет маслать, мне любопытно. Потому что уже минуту работает, не намерен останавливаться. Удивительно, но вот найти здесь на берегу моря, возле мыса Обширный, йогурт, причем запечатанный целый, не такая уж и редкость. Мы вот вчера нашли 2 баночки йогурта, с удовольствием съели. Свежайший йогурт. Вот этого вот видно срок годности еще. Там это до октября. Сейчас август. Поэтому полный порядок с йогуртом тут. Прям снабжение от самого батюшки моря. Иду я тут, значит, такой, собираю кухтылики. А вон, видите, прям кухтылики россыпью лежат. Вот следы, по-моему, то ли оленя, то ли медведя. Но им кухтылики не интересны. Мне, честно говоря, тоже не очень интересны, но попросил собрать Костя. Их увлекательно собирать, как грибы. Так, уже и в руку не влезают. Так, кухтылики. Время подвести итог собирания кухтылей. Я набил полный рюкзак, 35 литров кухтылей. Сам не знаю зачем. Знаю, Костя просил. Костя сказал, увидишь кухтыли, собирай. А вот эти я уж просто, с собой, конечно, не уволоку. Я их тут на берегу оставлю. Поставлю в GPS-ке точку. И пойду уже до лагеря. А если Костя захочет, сам сходит. Но кухтылей тут, конечно, знатное количество. Очень много. Так, мы сейчас на Антоне будем тестировать блинчик. Работает блинчик? Или не работает? Работает блинчик. Занимаемся немножечко выпеканием. Костя сорвал мой блин.
Думаю, и так один пополам есть. Ворованный блин слаще. Обычно. Утро 7-го дня. Мы уже повернули в обратный путь. Это вот наши морские волки. Мы поняли, что до терпения мы на лодках не дойдем. Сходили туда пешком, удовлетворились этим. И теперь идем обратным уже курсом. А вечер мы, как обычно, коротаем за выпечкой. Это в этот раз блинчики из зеленой гречки, что-то такое. И еще нашли на море японский шоколадный сироп. Он просроченный, хотя, возможно, это дата изготовления. Но мы его попробовали, он вкусненький, ничего такой. Очередное утро очередного дня. Видите, какой накат в море, там дальше еще хуже. Поэтому мы сегодня никуда не пошли и предаемся чревоугодию. Вот мы с Игорем тут мутим борщичок. Это к нему жарится свекла. Вот фасолька в томате. А вот остальной борщичок ждет нашей свеклы. Сидел я в палатке, кушал борщ, смотрел на весь этот разгул стихий и решил заняться любимым делом — собирательством. Это уже второй гребешок свифта, которого я нашел, но прошел я, так скажу так, немало. Поэтому объем морепродуктов здесь прям реально ничтожен. Ну, хоть что-то. Вот тут буквально только оторвал первого гребешка от водорослей. Еще один закопанный лежит. Я сначала думал, пустая раковина. А потом выяснилось, просто ему набило камней внутрь, он, бедолага, закрыться не может. Ну-ка, оторвем ему водоросля. Оп. Ох, как приросли-то, а. Ну-ка. Ну, почти одинаковые, разве что новенькие чуть-чуть побольше. Да, и камней набило, как в погремушку. Вот видны мои следы, я пришел оттуда. Я вот прошел мимо, а вот этот гребешок лежал водорослями ко мне, а белой стороной в ту сторону. Я просто его не заметил. То есть чисто обратный взгляд помог его найти. Так-то и непонятно, что он здесь. Ну вот просто смотрите, что увидишь с этой стороны, а что с этой. Ну, потихоньку улов увеличивается. Там видно, что его шкивало морем, набило песком изнутри. Сейчас надо сполоснуть сначала его водичкой, потом только в мешок класть. Но внутри целый, живой. Так, ну-ка. Вот там капусты поднакопала. Минус еще в том, что вот под песком тоже капуста. Если вот его закапывают, то его просто никак не увидеть, пока он под песком просто не сгниет. Вот хороший гребешочек притулился. Оп. Как водорослями крепко его и внутрь насыпало песка. Водоросли-то и не отодрать. Ладно, ножом отрежу. Размер хороший. А какие-то гребешки я опоздал уже. То есть их нашли до меня птицы. Крупная птица расклевала основное, а маленькие, типа бекасиков, зачистили остатки. Вот получается целых 2 гребешка раньше меня успели. Это нормально. Все хотят кушать. Время идет, пакетик потихоньку наполняется. А дело в том, что вот шторм, если бы гребешок был бы сам по себе, шторм бы его, наверное, бы и не тронул. А вот он с капустой, капуста ему придает парусности. И благодаря капусте его, бедолагу, вытаскивает. Вот еще один кандидат в кастрюльку. Оно, конечно, уже становится немного однообразно, потому что, допустим, ни краба, ни другого гребешка не кидает. Ну, хоть так. А вот на бутылочке для бессульфатного шампуня для глубокого очищения волос к нам приплыли так называемые морские уточки. Морские уточки — это очень вкусные моллюски. Минус только в том, что вот эти гаврики очень маленькие, их очень мало. Был бы этот шампунь раз в 60 побольше, и уточек на нем было бы в 60 раз побольше, тогда было бы дело. А так, к сожалению, нет.
Ну и, разумеется, еда едой, но вот такие штуки я тоже мимо не прохожу. Эта штука, это баночка для наживки в ловушке на краба. Видите, дырочки, то есть туда внутрь можно наживку положить, и краб ее не в состоянии съесть, а унюхать в состоянии. И на ней вот такая булавочка. Баночки эти сами нам без надобности, а вот булавочки мы собираем. Но опять-таки же сами используем для крабовых ловушек эти булавочки. И эти булавочки используем для креветочных ловушек. Очень удобная штука. Хоть это, конечно, и редкость, но иногда попадается при сборе кусочки китового уса. Вот это, скорее всего, какое-то маленькое китообразное какое-то. Может, детеныш, потому что ус какой-то маленький. Либо это с уголка рта, поэтому маленький. Либо его уже море так причесало. Так или иначе-то у меня есть видео на канале, где этот ус высотой под 3 метра. Ну, тоже неплохой сувенирчик. Тем более море его уже очистило, избавило от перизи, от посторонних запахов. Его только подсушить, и сувенир. Можно вот так вот расправить, как веер, и обмахиваться в жару. Извечная проблема всех мореплавателей, кто вот раньше покорял моря на деревянных судах, это всякие морские червячки, которые вот так вот точат древесину. То есть тут от дерева-то живого места не осталось. Вот только вот сучок они разве что, по-моему, не очень сильно смогли проесть. А все остальное вот она стала рыхлой-рыхлой. Ломается пальцем. Вот так вот поплавала дощечка в море. Хоп. Стала полная трухля. Я уже иду обратно, а тут море уже свежачка подкинуло. То есть, когда я шел туда, его еще не кинуло. А вот как раз на обратном пути прямо к ногам вот такого красавца. Отлично. Вот столько получилось насобирать гребешка. Как раз почти полная кастрюлька. Лучше лежмя его. Ну, я считаю, неплохо для такой прогулочки. У нас тут никто не захотел идти в море за морской водой, чтобы варить гребешка. Поэтому просто слили креветку в кастрюлю с гребешком. И морская вода из-под креветки теперь нам и гребешок проварит. Так вот. Отрываем гребешок. Смотрим, есть ли песок. Масса гребешка с песком. Да, песок есть. Так вот, специальная водичка для этого в котелке. Промыть от песка и камней. Можно, по желанию, опять камень, убрать этот желудок. Хотя многие едят из желудка. Я, например, ем с желудком часто. Но сейчас что-то тут слишком много камней. И вот так вот целиком всю эту бляху съесть. Все-таки камень попался. А вот сейчас вы лицезреете наше маленькое сахалинское развлечение. Подберись к медведю на расстояние фотографии. Че, зараза, убегаешь, да? Да, убегает. Не дает себя нормально сфотографировать. А он там в устье выкинула детеныша тюленя. Их тут, кстати, очень много выброшенных морем. И он, видимо, его жрал. Либо рыбу ловил. Ну пока что-то... все, побежал. Вот зараза, а. Не дал на себя посмотреть. Ну-ка. О, как высоко уже. В полный рост стал. Какой красавчик. Какой красавчик. Прям убежал. Вот который день подряд так и заканчиваем наш вечер. Только в этот раз это блины из муки 4 злаков. Или там даже не злаки. Я только недавно узнал, что гречка вроде как не злак. Уже 9-й день нашей экспедиции. Мне стыдно в этом признаться, но сегодня мы весь день ничего не делали. Уже время далеко, за после обеда. А мы сегодня весь день весело бездельничали.
слонялись, бродили. Вот здесь мы немножечко в бухточке, а вот стоит зайти туда вот влево за мыс, там довольно сильный ветер, поэтому мы сегодня тоже пережидаем погоду. Здесь вблизи кажется, что волны нету, а там довольно хорошие барашки ходят. Сегодня сбор нас не особенно побаловал, разве что вот. Это очень старый винт, видно, от какой-то небольшой шхуны. Судя по всему, шхуна была японская, потому что вот здесь вот клеймо, здесь написано Окаяма, а тут написано вверху Накашима. Ну и здесь вот мотор, винт 13. Вал сгнил, я его легко сломал. А вот сам винт, не знаю, медь, бронза, вполне себе живой. Прикольно. Пойдет в музей Поля чудес. Да сейчас закончится еще неделю даже. Вот это такой вот ливень идет. Это нас полуостров терпения не хочет отпускать. Только что так барабанило, аж голоса соседей слышно не было. Вот мы ставим под воду посуду, Готово. чтобы посуду грязную замочить. 10-й день похода, раннее утро. Ну, море, конечно, не совсем залегло, но залег ветер. Ветер сменил направление, стал гораздо тише, поэтому мы сегодня надеемся на то, что все пройдет хорошо. И уже готовим лодки. Готовим лодки к спуску на воду. А вот здесь видно, лодка вот здесь вот была зачалена, видно, как за ночь приливом, то есть видите, откуда доходила вода, как за ночь приливом замывала колеса. Вот так вот. Сегодня 10-й день похода, но такую погоду вижу в первый раз. Нас все 9 дней до этого полоскало различными видами ветров, дождей и волн. Теперь в какой-то веке вода как кисель. Ну, волна, конечно, есть, но не критично. Туман, поэтому идем по приборам. Мы сейчас вот остановились перекурить. Погода просто пушка. Логическое наше завершение похода. Славный город Поронайск. Это река Поронай, а это маяк в устье реки Поронай. Все. Всем пока-пока. До свидания. Пока-пока. Счастливо. До новых встреч. Ну и маленький постскриптум. Вот речка Поронай. Вот местные сеточку ставят, но важно, что как местные одеты. Кто-то полуголый, кто-то в футболке. У нас тут тоже уже все в футболках, либо полуголые. Ребята, тут плюс 25. А мы... 27? Господи, еще хуже. А мы были вон там, где-то, ну, по прямой километров 150. И у нас там всегда 15. Вот такая ерунда. А теперь постскриптум. Этот человек родился в Поронайске. Что только не увидишь.